Hey, всем привет, я Химит Пич, и сегодня решила снять ролик на тему, как я провожу свой обычный день. А так как мы все сейчас находимся во время пандемии, то мы назовем это видео как Daily Routine в карантин. Я знаю, многим интересно узнать о моем режиме, не знаю почему, но встаю и просыпаюсь я всегда по-разному, но сейчас у меня сбился режим, и поэтому ложусь я в 4, а просыпаюсь в 12. Но сегодня не тот день. Сегодня я встала в 7 утра, уснула в час. Не знаю, каким образом это получилось. И первое, чем я занимаюсь после того, как открыла глаза, это, конечно же, смотрю в телефон и ищу, нет ли у меня каких-то новых важных сообщений. И, конечно же, смотрю истории художников и моих знакомых. А потом встаю. А после того, как я встаю и улетаю в ванную. Так как я предсказательница будущего, то я знаю, что вы спросите, что это за пластырь. И мой ответ прост. После операции мне нужно носить этот пластырь, потому что мне сказал это врач. Я, как и все обычные люди, умываюсь по утрам, чищу зубы и мажу прыщи, чтобы они испарились. Ну и, конечно, в конце концов, я из ванны вылетаю уже другим человеком. Заметили разницу? Верно, ее нет. Ну что, ребята, всем привет! Я Химит Пич. Это будет такой необычный тип видео для моего канала. Но не будем о подробностях. Ты мне в Телеграме написал, что было бы прикольно, чтобы ты сняла свою рутину на карантине. На самом деле эта рутина особо не отличается ничем от рутины обычной. За условием того, что я должна якобы находиться дома больше. Вот. Сейчас, где я нахожусь, отменили карантин в том плане, что ты можешь выходить на улицу, ты можешь гулять, но ты должен соблюдать определенные условия. Вот. Все. Как бы до этого я сидела 2 месяца и очень редко выходила в магазин, чтобы купить себе что-то вкусное, либо чтобы купить себе какие-то вещи. В общем-то, какие сегодня планы на этот день, который я попытаюсь снять для вас? Это, наверное, только порисовать, позаниматься английским в где-то 2 часа и все. Это все мои рутинные дела, которыми я могу заниматься и, по крайней мере, хочу на сегодняшний день. Возможно, я ничего больше не внесу в этот список. Поэтому не знаю, насколько интересно будет это видео, но думаю, что не очень. Вот. Знаете, цель этого видео не должна быть, типа, сейчас покажи, какая я продуктивная. Нет, ребят, я покажу, какая я непродуктивная. Так что, скорее всего, не буду снимать прям досконально все процессы, потому что у меня элементарно не хватит времени на весь день, то есть я не смогу заснять 24 часа, но, наверное, если я буду заниматься чем-то отличающимся, то я буду это снимать, а если это будет только рисование, то, скорее всего, вы увидите 5 минут процесса. А так, наверное, все. Так что приступим. Я, как вы заметили, отстригла волосы, потому что мои мне надоели. Да, и, кстати, извиняюсь за белые точки на моем лице. Это крем от прыщей. Вот так вот. Решила не скрывать такие вещи, потому что сейчас, когда у меня после операции пошли прыщи, я не буду там больше подробностей добавлять, просто как факт, знаете. У меня пошли прыщи, вот, и сейчас я пытаюсь бороться, не чесать, не ковырять это все, и чаще всего днем я выгляжу примерно вот так. Вот, поэтому если кого-то это смущает, то можете выключать просто видеоролик. Не жалею, я только рада, потому что я давно хотела избавиться от этого груза 45 сантиметров, или сколько там было, я не знаю. Короче, волосы мне были ниже груди, могла даже прикрыть кое-что интимное. Кроме прыщей, операции и новых волос, у меня не произошло ничего. Я начала учить английский в онлайн-школе. И тут должна быть интеграция, но ее не будет, потому что мне платили.
Вроде как начала лучше понимать, даже понимать структуру английского языка, как все это создается, но в целом пока еще сложно это применять на жизни, поэтому если я и говорю на английском, то на прямых эфирах и делаю это супер неправильно, без опоры на правила. Ну а теперь точно посмотрим, что же я буду делать этим днем. Еще я купила кроссовки. Раньше мне они не нравились, а теперь нравится смотреть. Опа. Я забыла. Еще я иногда занимаюсь спортом, потому что, я просто действительно с карантином стала заниматься спортом. Мне кажется, у меня даже что-то поправилось. Увеличилось в заднем месте. И все хрустит. Короче, может быть, я даже с вами позанимаюсь сегодня спортом, но это не точно. Я даже, в прямом эфире, ладно, не буду так говорить. Что касается завтрака, я не ем завтрак. Я хочу просто поскетчить, посмотреть какие-нибудь фильмы. Кстати, сейчас стала смотреть больше фильмов на английском. Не знаю, как это мне помогает, не помогает, но, по крайней мере, если сравнивать меня год назад, то раньше я ничего не понимала на английском, сейчас понимаю. Вот, поэтому каким-то образом стараюсь себя заставить, не заставить, а больше найти смысл, зачем мне нужен английский, и, наверное, этот смысл понимать других людей. Не знаю, как у меня будет это получаться, но я недостаточно прилагаю усилий для того, чтобы выучить английский язык. Но английский язык нельзя выучить, как говорится, вот, но в целом хоть какие-то я попытки предпринимаю для этого. Да, все нужные материалы, которые мне нужны, по крайней мере, на данный момент, вот. Все остальное я не буду доставать, потому что нафиг оно мне нужно. Только столик себе захламлять. У меня не такой он и большой, кстати, чтобы тут раскладываться. Вот, у меня уже камера перегрелась, так что, скорее всего, буду какие-то быстрые фрагменты, а скорее всего, буду рисовать и снимать какую-то рутину реально в 2х, поэтому приготовьтесь. Я перейду на телефон, вот, потому что не умею на камере снимать в 2х, там, скорее всего, нет такой функции, так что всем пока. Как бы я сильно не хотела сделать это видео динамичным, это не получится, потому что процесс рисования не выглядит супер ярким и динамичным и интересным процессом, потому что, ты просто сидишь и ковыряешь ручкой в скетчбуке. Обычно, когда я рисую, я очень редко включаю музыку, чаще всего это бывают фильмы или просто YouTube. Также для удобства я всегда заранее раскладываю материалы поближе, чтобы не терять время на ненужные действия. А так как в последнее время я люблю рисовать либо акварелью, либо просто обычными карандашами, то мне понадобится там 3 карандаша, ластики, точилка. Это обычно все, что нужно. Вообще, я не считаю эту киску удачной, так что это моя не первая и не последняя киска, поэтому в следующий раз я сделаю ее лучше. А вообще, если вам интересно реально увидеть, сколько я работ сделала по итогу, то это будет в конце видео. Так. Я сейчас буду делать домашку по английскому, потому что давно ее не делала. Вот. Решила, раз сегодня рано проснулась, то почему бы не сделать, если у меня есть время. Listen to you with compassion and understanding, and speak to you with encouragement. I will listen to you with compassion and understanding, and speak to you with encouragement. На домашнее задание я обычно трачу от получаса до часу или 3 часов. Это если я, например, не выполнила предыдущие задания. Потому что иногда мне сложно сделать все за раз из-за того, что есть некоторые упражнения, которые намного больше других, они занимают больше времени, и на них нужно потратить реально много сил. И да, в этот раз тоже не закончила домашку всю, потому что я очень сильно захотела кушать и пошла одеваться. Я оделась, чтобы пойти покушать. Я брызнула духи, и они, оставили след. Надеюсь, это смоется. Я решила не снимать процесс своей трапезы, поэтому просто поверьте на слово, я делала это долго, это было больше получаса, и когда я пришла домой, я поняла, что я обожралась. И по этой причине я решила поспать днем и сделать себе перерыв на час, на 2. Решила поспать, пока не начнется английский. Бум! Я проснулась.
Еще, думаю, уместно будет добавить ответ на вопрос, есть у тебя какие-то хобби помимо рисования. Я хочу сказать, что нет, но я стараюсь заниматься помимо рисования чем-то другим. Даже тот же спорт, прохождение курсов, там, смотреть фильмы на английском языке и, там, например, стараться переводить незнакомые слова. Это как бы тоже смена деятельности для меня. Да, те же прогулки я бы с удовольствием сейчас гуляла, просто жарко, очень жарко, и живу в шерстяных штанах. Я стараюсь все-таки сменять вот эту деятельность и не только рисовать, потому что это как-то сложно. Сложно заниматься только этим с настоящей любовью, когда ты занимаешься только этим. Поэтому, когда у тебя есть еще какая-то реальная жизнь, типа помимо рисунков, помимо заказов, помимо какой-то тренировки, да, то тебе есть какие эмоции, типа, выплескивать на бумагу, не знаю, тупо звучит, конечно. Но, короче, без смены деятельности твое любимое дело может стать нелюбимым делом. Вот, наверное, это такой посыл я хотела бы донести. У меня не очень много хобби, поэтому мне хватает. Я сейчас смотрю фильмы на английском, и мне этого вот так вот, потому что я даже не успеваю домашку делать, потому что не хватает у меня сил на полностью сидеть час, чтобы ее закончить. Возможно, я какой-то просто, типа, а-ля ребенок, у которого шило было, который не может сидеть на месте. Прямо сейчас в 6:07 я сижу и монтирую этот видеоролик, и, наверное, я потратила на это около 2 часов. Обычно я могу потратить от 2 до 3 часов, хоть мои видеоролики не требуют сложного монтажа, но нужно все пересмотреть, все удалить, все записать. Например, аудиозапись я записываю после того, как уже сниму видео. В общем-то, сам процесс монтажа у меня всегда долгий. Сейчас я буду, скорее всего, заниматься своими делами. Это рисование, возможно, посмотрю курс, посмотрю YouTube, посмотрю фильм на английском. И в конце я постараюсь вам показать свои работы, которые сделала именно за этот день. А теперь работы в студию. Решила показать их именно сейчас. Некоторые из них выполнены по курсу, а другие я рисовала просто так. В оставшееся время я обычно смотрю YouTube, фильмы и, конечно, не забываю про общение с друзьями и близкими. И также я часто трачу время на то, чтобы просто пообщаться с подписчиками. Даже чтобы провести прямой эфир, мне понадобится час-полтора. А если мне нужно смонтировать видеоролик, то потребуется еще больше времени. Плюс занятия спортом, покушать и такие же остальные бытовые дела занимают, конечно же, небольшую часть моей жизни. Так, надеюсь, это конец этого видеоролика. Я хочу не ослепнуть и притвориться, что сейчас ночь. Ночь, когда этот видеоролик должен закончиться. Потому что сегодня вы провели со мной 24 часа. Надеюсь, вам было прекрасно и не супер скучно. Вот, я не знаю, как это пройдет все. И вообще, сниму ли я какие-либо фрагменты своей daily routine. Но хочу снять в нормальном качестве фрагмент видео, чтобы что? Чтобы картинка была красивой на самом деле, наверное. А так, все. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, гневные или приятные. Мне будет приятно. Даже если напишите гневные, ничего страшного, мне будет приятно. Нет, мне не будет приятно на самом деле, то есть давайте вот без этого всего. Будете писать неприятные комментарии, мы можем с вами поругаться. Будете писать приятные комментарии, мы с вами не будем ругаться. Вот и вся логика, наверное, настроения в сети. Так что, всем пока. Надеюсь, было прикольно. И вы надеетесь. Посмотрите. Я обычно снимаю на телефон. Решила снимать на камеру. На камеру. Вау, как четко.
Фокус. Работа фокуса, работа фокуса. Проверка. Ну-ка. А вообще, если кому-то понравится этот видеоролик, то мне было бы интересно послушать ваши вопросы. И знаете что? Я забыла сказать. Почему же я начала снимать этот видеоролик, да? Я начала уже заикаться об этой причине в самом начале. И причина такая. Кто-то мне написал, и мне часто пишут идеи для видеороликов, типа: «О, Ксюша, было бы прикольно увидеть от тебя вот это, то, сё». И я такая всегда: нет, я это не буду снимать, потому что мне это не интересно, не актуально, и не знаю. Короче, это просто не мое. Вот. Ну, может быть, это потому, что я супер стеснительная, мой канал типа для канала творческого, и надо только творческий контент. Ну, и, кстати, не все творческие предложения я принимаю, точнее, вообще никакие. Вот, и вчера я такая подумала, а почему бы мне перестать говорить «нет» новым идеям и посмотреть, что из этого получится. Что из этого получится, мы посмотрим дальше, скорее всего, это последний мой видеоролик на этом канале. Вот, но, возможно, это не так, я просто возьму себя в руки, начну медитировать, начну снимать, но посмотрим, не будем заикаться, может быть, и правда что-либо получится. Поэтому можете задавать вопросы в описании под роликом и можете предлагать какие-то темы для видеороликов тоже там же. Например, не знаю, нарисуй 100 голов. На самом деле, я и так это делаю все время. Головы рисую, понимаете? Вот. Поэтому, короче, в этот раз я решила реально прям прислушиваться и реально брать на заметку ваши идеи для того, чтобы реализовать. Ну, типа не так, что я вот как раньше думала, ну да, это можно когда-нибудь будет снять, на-на-на. Вот сейчас я решила, сниму-ка я сразу, потому что когда ты откладываешь на потом, то ты просто не снимаешь ничего. Вот так вот. Не знаю, как сейчас обстоят дела, но часто слышала, что многие люди, им становится грустно, когда они видят таких продуктивных блогеров, хотя я не вписываю себя в число продуктивных блогеров, если что, несмотря на то, что я сейчас задумалась, просто что я делаю очень часто работы в профиль, то есть чуть ли не каждый день публикую, хотя сейчас специально для того, чтобы не бесить алгоритмы в Инстаграме, начала делать супер редко публикации, через 2 дня. Сказать, что все-таки мы люди, мы все разные, и у каждого у нас свои жизненные обстоятельства. Поэтому исходите в первую очередь от своих эмоций, и если вам не, вы можете выполнять свое дело на дню, то не делайте это, делайте то, что нужно вам, то, что необходимо для вашей жизни, то, что делает вас счастливыми, или то, что необходимо для вас чувствовать, или то, что необходимо вам для того, чтобы чувствовать себя счастливо. Вот как. То есть живите своей жизнью в первую очередь, наверное. Вот такой вот совет. Чё к чему, непонятно, да? Ну, короче, все. Последний кадр вы увидите прощание. И вот так. У меня, если честно, уже закончилась память на телефоне.